Дождь барабанил по жестяной крыше приюта, где 7-летний Миша прижимался к окну, наблюдая, как счастливые семьи забирают других детей. Его грязная футболка и рваные кроссовки говорили сами за себя. Он был из тех, кого не замечают. «Мишенька», — позвала его тётя Вера, воспитательница с добрыми глазами, «к тебе пришли гости». В коридоре стояла пожилая пара. Анна Петровна и Игорь Семёнович Климовы. Они выглядели просто, но от них исходило какое-то особенное тепло. «Здравствуй, сынок!» Анна Петровна присела на корточки перед Мишей. «Мы хотели бы узнать тебя получше. Расскажешь нам о себе?» Миша молчал, не привыкший к такому вниманию. «Я умею мыть посуду и подметать», — тихо сказал он. «И немного ем». Игорь Семёнович улыбнулся. «А нам нужен не помощник, а сын. Хочешь попробовать?» Так началась новая жизнь Миши в небольшой квартире на окраине города. Климовы работали простыми учителями, но их любовь была безграничной. «Мишенька, образование — это твой билет в лучшую жизнь», — говорила Анна Петровна, помогая ему с домашними заданиями. «Но помни, неважно, каких высот ты достигнешь, главное — оставаться человеком». Игорь Семёнович добавлял: «Сынок, мы не богаты деньгами, но богаты любовью, и этого богатства хватит на всех». Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Благодарим вас. Миша старательно учился, впитывая каждое слово приемных родителей. По вечерам они сидели втроём на кухне, пили чай с печеньем и говорили о будущем. «Когда я вырасту», — мечтательно говорил подросший Миша, «я стану очень богатым и куплю нам большой дом». «Сыночек», — мягко улыбалась Анна Петровна, «богатство измеряется не деньгами, а добротой сердца». Годы летели незаметно. Миша блестяще окончил школу, поступил в престижный университет на стипендию. Климовы гордились им, хотя их собственное здоровье начинало подводить. «Мам, пап!» Миша обнимал их перед отъездом в университет. «Я не подведу вас, обещаю. Мы в тебя верим, сынок». Игорь Семёнович тяжело кашлянул. «Только не забывай нас». В университете Миша проявил удивительные способности к бизнесу. К выпуску у него уже была готова концепция стартапа, которая привлекла внимание инвесторов. Но успех начал менять его. Первый миллион пришел неожиданно быстро. Миша, теперь уже Михаил Климов, основал собственную IT-компанию. Квартиру сменил на пентхаус, старую одежду — на дизайнерские костюмы. Звонки приемных родителей становились все реже, а его ответы все короче. «Мишенька», — голос Анны Петровны звучал устало, «мы соскучились. Когда ты к нам приедешь?» «Мам, я очень занят. Важные переговоры, понимаешь? Приеду, как только освобожусь». Но он не приезжал. Месяцы превращались в годы. Компания росла. Михаил стал владельцем сети технологических предприятий. Его состояние исчислялось десятками миллионов. Журналы писали о нем как о самом молодом миллионере года. На корпоративной вечеринке в роскошном ресторане Михаил чувствовал себя на вершине мира. Кругом были деловые партнеры, модели, светские львицы. Все хотели быть рядом с успешным бизнесменом. «Михаил Александрович», — подошел его помощник Дмитрий,
вам срочный звонок. Говорят, очень важно. Скажи, что я занят». Отмахнулся Михаил, не отрываясь от беседы с потенциальным партнером. «Но, сэр, звонят из больницы». Сердце Михаила ёкнуло. Он взял трубку. «Михаил Александрович Климов, ваш отец, Игорь Семенович Климов, попал в реанимацию. Инфаркт. Вам нужно срочно приехать». Мир вокруг словно остановился. Роскошь ресторана, смех гостей, звон бокалов — все это отошло на второй план. В больнице Михаил увидел Анну Петровну. Постаревшую, осунувшуюся, с красными от слез глазами. Она сидела на жесткой скамейке в коридоре. «Мама!» Он подошел к ней, и его голос дрожал. Анна Петровна подняла глаза. «Мишенька, ты приехал? Как он? Как папа?» «Врачи борются». Она взяла его руку в свои холодные ладони. «Он все спрашивал о тебе. Говорил, где наш сын? Почему он не приезжает?» Слезы застилали глаза Михаила. Он впервые за много лет плакал. «Мам, прости меня. Я был дураком. Я думал, что деньги важнее всего». «Тише, сыночек». Анна Петровна гладила его по голове, как в детстве. «Главное, что ты здесь». Игорь Семенович провел в реанимации неделю. Михаил не отходил от больницы, оставив все дела. Он понял, что никакие переговоры не стоят этих мгновений рядом с родными. Когда отец пришел в сознание, первое, что он сказал: «Мишенька, ты приехал. Я так боялся, что не увижу тебя». «Пап, я больше никуда не уйду». Михаил сжимал его слабую руку. «Прости меня». «Не в чем прощать, сынок. Ты добился всего, о чем мы мечтали. Только не забывай, откуда ты родом». После выписки отца Михаил принял решение, которое удивило всех. Он продал большую часть бизнеса, оставив себе только основную компанию, и переехал к родителям. «Мишенька», Анна Петровна не могла поверить. «А как же твоя карьера? Твой пентхаус?» «Мам, я понял одну вещь. Можно иметь миллионы и быть нищим. А можно не иметь ничего и быть самым богатым человеком на свете». Он обустроил родителям удобный дом, обеспечил лучшее лечение отцу, но самое главное — вернул им сына. Вечерами они снова сидели втроём на кухне, пили чай и разговаривали. Только теперь Михаил слушал больше, чем говорил. «Знаешь, пап», — сказал он однажды, — «когда я был на вершине успеха, я чувствовал себя самым одиноким человеком на земле. Все эти люди вокруг меня любили мои деньги, но не меня. А мы любим тебя просто за то, что ты есть». Игорь Семенович улыбнулся. «С первого дня, как увидели грязного мальчишку в приюте. Помнишь, как ты сказал тогда, что умеешь мыть посуду и мало ешь?» Рассмеялась Анна Петровна. «А мы подумали, какой хозяйственный ребенок. Смех наполнил кухню теплом, которого так не хватало Михаилу все эти годы. Он начал заниматься благотворительностью. Открыл фонд для детей из приютов. Каждую неделю приезжал в свой родной детский дом, где тётя Вера, теперь уже пожилая, встречала его с гордостью. «Мишенька», — говорила она, — «ты стал настоящим человеком. Не миллионером, а человеком». «А разве это не одно и то же?» — удивлялся он. «Нет, сынок, миллионером можно стать случайно, а человеком только по собственному выбору». В один из таких визитов в приют он встретил мальчика лет 7, худого, напуганного, в рваной одежде.
Совсем как он сам когда-то. «Как тебя зовут?» Присел Михаил рядом с ребенком. «Артём», — тихо ответил мальчик. «А вы кто?» Я тоже когда-то жил здесь, а теперь пришел посмотреть, как тут дела». «А вас забрали хорошие люди?» В глазах Артёма загорелась надежда. «Да», — Михаил улыбнулся. «Самые лучшие на свете. И знаешь что? Они до сих пор рядом со мной». Когда он рассказал дома об Артёме, Анна Петровна и Игорь Семёнович переглянулись. «Мишенька», — сказала мама, — «а что, если мы возьмем его к нам?» — закончил Михаил. Я думал о том же. Так у Михаила появился сын, а у Климовых внук. Артём с трудом привыкал к новой жизни, пугался изобилия, не верил, что это навсегда. «Дядя Миша», — спросил он однажды, — «а когда вы меня обратно отдадите?» «Никогда», — твёрдо сказал Михаил. «Семья — это навсегда. А вы точно не передумаете? Даже если я что-то сломаю?» «Даже если сломаешь всё в доме», — рассмеялся Михаил. «Артёмка, я сам когда-то был таким же напуганным мальчиком. И знаешь, что мне сказали мои родители?» «Что?» «Что любовь нельзя сломать. Её можно только приумножить». Артём заплакал. Впервые не от страха, а от счастья. Прошло ещё несколько лет. Игорь Семёнович ушёл из жизни тихо, во сне, держа за руку жену. На похоронах собрались сотни людей. Учителя, бывшие ученики, благодарные семьи из приютов. «Папа прожил богатую жизнь», — сказал Михаил, стоя у гроба. «Не деньгами богатую, а людьми». Анна Петровна жила еще 5 лет, успев увидеть, как Артём пошел в школу, как гордился своей новой семьей. Перед смертью она позвала Михаила. «Мишенька, помнишь, что я говорила тебе в детстве?» «Что, мамочка?» «Что богатство измеряется добротой сердца. Ты понял это?» «Да, мам, понял». «Тогда я могу спать спокойно. Ты настоящий миллионер. Миллионер человеческих сердец». После похорон матери Михаил долго сидел в опустевшем доме. Артём, уже подросток, подошёл к нему. «Папа», он впервые назвал его так, «что с нами будет?» «С нами?» Михаил обнял приёмного сына. «С нами будет всё хорошо, потому что мы помним главное. Семья — это не кровь, а любовь». Сегодня Михаил Климов руководит небольшой, но успешной IT-компанией. Живет в обычном доме, ездит на обычной машине. Но каждые выходные его дом наполняется смехом детей из приютов, которых он поддерживает. Артём учится в университете, на педагога. Хочет стать учителем, как дедушка Игорь Семёнович. «Пап», — говорит он, — «а ты не жалеешь, что отказался от миллионов?» «Сынок», — отвечает Михаил, смотря на фотографию Климовых на столе, — «я ничего не потерял. Я, наоборот, обрел настоящее богатство». Он делает паузу и добавляет. «Знаешь, в чем разница между богатым и состоятельным человеком? Богатый имеет много денег, а состоятельный состоит из любви, памяти, благодарности. Я состоятельный человек». В эти моменты, глядя на портрет родителей, Михаил точно знает, настоящий успех измеряется не цифрами в банковском счете, а количеством сердец, которые ты согрел своей добротой. И в этом смысле он действительно самый богатый человек на свете. А где-то в небольшом приюте за городом
7-летний мальчик по имени Денис прижимается к окну и мечтает о семье. И кто знает, может быть, завтра к нему придут новые родители, такие же добрые, как когда-то пришли к маленькому Мише. Ведь доброта имеет свойство возвращаться. Всегда. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Благодарим вас.